З Дімай я пазнаёмілася вельмі цікава. Мы стаялі ля расійскай амбасады, калі галадала і памірала Надзея Саўчанка. Мы стаялі з вялікім партрэтам і патрабавалі, каб яе вызвалілі. І неўзабаве так і адбылося ў хуткім часе. І тут падходзіць маленькі хлопчык, худы, драбненькі, вельмі абаяльны, такія вочы прыгожыя. Зима, снег, но это весна была, але мокрый снег, холод, а ён у макасинках со льна, с тканины, у джинсиках и у ветровочцы тоненькой. Я говорю: дитятка, ты откуда? А я тут, ну вот я тут, и это самое, я типа анархист. На самой справе я не помню, калі мы пазнаёмілись, потому что ўжо прайшло шмат часу, і калі менавіта мы першы раз убачылись, я ўзгадаць не змагу. Але я памятаю добра, што праз Дмітра ведаў ужо даўно, ведаў, што ён баец, што ён заўсёды адстойвае сваю думку, выказвае пратэст там, дзе ёсць несправядлівасць, удзельнічае в масавых акцыях, дапамагае іх арганізоўваць, дапамагае іх праводзіць. Нават я памятаю, што калі былі маршы дармаедаў, Зміцер сам тады выйшаў на сувязь і прапанаваў дапамогу ў распаўсюдзе друкаванай прадукцыі, распаўсюдзе інфармацыі пра тыя акцыі, якія адбываліся ў Мінску. Насколько я знаю, ну, во-первых, да, изначально мы с ним познакомились в рамках национал-большевистской партии, после этого он ушел, потом обратно вернулся, потом была бесконечная чехарда каких-то организаций анархического толка, ультралевого толка, и в конечном счете, насколько я знаю, Дима пришел именно к анархо-коммунистическим идеям. Ну, я с ним когда общался последний раз, собственно говоря, он себя так и позиционировал, как анархо-коммунист. Ну, честно говоря, когда я его увидел первый раз на акции, я такой: о, прикольно, он же НБПшник, что он тут делает? Типа смотрю, анархический плакат, класс, чувак типа поменял взгляды, но я что-то про это слышал, ну, типа круто, молодец. Вот, ну и как бы впоследствии, чем больше я узнавал про Диму, я понимал, что это человек с какими-то, ну, с близкими мне убеждениями, вот, анархическими, и он делает все это очень искренне, и он реально не может просто усидеться на месте, когда видит несправедливость. Отличительной чертой Димы для меня стало то, что он очень смелый человек, и что бы он ни делал, его никогда ничего не смущало, и не пугало, не останавливало. Ему отличала пассионарность и жизнь вне инстинкта самосохранения. Я думаю, что он отличался именно своей идейностью, наличием именно идей, потому что, к сожалению, ну, в белорусском обществе оно вообще отличается такой аморфностью и безидейностью. И это касается даже в том числе и политизированной части этого общества. Больш за ўсё мне адклалася у памяці нашы, калі можна так назваць, стасункі ў Жодзіна, у жодзінскай турме, дзе мы знаходзіліся ў сакавіку 2017 года. Зміцер знаходзіў сабе сілы ўсіх падтрымліваць. Калі былі прагулкі, заўсёды з яго дворыку гучала «Жыве Беларусь», гучалі словы падтрымкі ў адрас усіх. Заўсёды ўвечары, калі была каманда адбой, ён выстукваў па батарэях «Жыве Беларусь», ён перадаваў словы падтрымкі, ён просто падтрымліваў усіх. І гэта было вельмі здорава, таму што асабліва ведаючы, які лёс яго чакае. Ён таксама ведаў, што такі лёс яго чакае, і ён знаходзіў сабе сілы падтрымаць усіх. На ўсім паверсе ад яго былі чутны словы падтрымкі і чутна перагрукванне па батарэях, па стенах. Помнится, как Дмитрий прицепил себе этот красный треугольничек на рубашку, и все остальные тоже пришли с этими красными треугольничками. Это было довольно интересно. Как напоминание о репрессиях против левого движения в нацистской Германии. Ну, для меня это вообще был первый живой анархист, которого я увидела. И да, я сразу же увидела, что он борется, так скажем, за справедливость, там, за свободу. Постоянно у него очень много всяких идей, он никогда не сидел на месте, просто фонтанировал всякими своими
идеями для какого-то движа? Я бачыў, як Зміцер по любым пытанням быў гатовы ісці так далёка, як гэта было трэба. Таму што сапраўды сярод людзей ёсць такое. Чалавек стамляецца, чалавек наогул не вельмі-то моцны, чалавек слабы. Чалавек стамляецца, арышты, прысуды, затрыманні, штрафы. Ну і калі-некалі гэта накрывае. Ну, я могу сказаць, што ніколі не бачыў, каб яго накрывала. Калі накрывала, то ён здолеў гэта хаваць так, каб гэта, умоўно кажучы, не расчароўвала іншых. Дима участвовал практически во всех акциях протеста, то есть он на практике вот доказывал, что он с угнетенными всегда. Вот. Он ходил на суды к другим активистам, он всегда готов был проявить солидарность. И вот, когда мусора в очередной раз убили человека и прикрыли свою задницу тем, что у нас опять суицид, вот, он не смог промолчать и выразил свой протест вот этому мусорскому беспределу, за что его сейчас и пытаются посадить. Любой человек, который как-то себя уже показал, как активный идейный человек, как человек, который идет против системы, то, естественно, система тоже обращает на него внимание, и на него начали давить. Видимо, очевидно, что он не шел на контакт, потому что давили на него очень жестко. Вот. Практически каждую неделю что-то с ним происходило, то менты какие-то ломились в дом, то еще что-нибудь. Вот. Поэтому, да, его, в общем-то, достаточно долго щемили, пока в итоге не придумали, как его посадить. С того момента, как мы познакомились, и до сегодняшнего дня у Димы постоянно проблемы с милицией. Его постоянно преследуют. Я не видела ни одного дня, чтобы Дима был расслаблен и не видел за собой какого-нибудь милиционера. Бо, наприклад, така була справа, коли українську льотчицю Надію Савченко судили у Росії. У нас була така акція, ми щодень, амаль увесь суд пікетували російську амбасаду. І так атрымалася, що той час було більш-менш вегетаріянський подавався для уладу. Яны штрафувати нас регулярно за гэта штрафували, але таких прямих затриманняў асабліва-то і не було. Але ж я бачив ось таку ситуацію, коли супрацовник ГУВД, він підходив до Дмитра Полієнки, і я бачив, як з ненавистю йому казав, що ну, ось гэты усі, які тут стоять, ми що-нибудь будем думати, що робити. Но ты ж все равно сядешь, не за тое сядешь, дык за іншае сядешь. І пробач, калі даволі высока пастаўлены супрацоўнік ГУ з МВД дазваляе сабе казаць чалавеку ў вочы, што ты ўсё роўна сядзеш, то калі гэты чалавек садзіцца, на мой погляд, уже нават не трэба пытаць, ці палітычны ён, ці не палітычны, зразумела, што палітычны. По большому счету, конечно же, неправильно, когда человек подвергается критике, гонениям и репрессиям в конечном итоге за свою деятельность и за своей точки зрения. Но, как мне кажется, его точка зрения была все-таки правильной, но она была неудобной для властей. Коли человека переследуют за идеи, это Гитлер, Сталин, и тому мы живем зараз в этой ситуации. И нас, ведаете, все время повторяется. Идеи как бы бывают разные. Есть как бы фашизм, нацизм, есть, есть какие-то исламские радикальные идеи. Но, насколько я знаю, Дима таких идей не придерживался. И поэтому я считаю, что преследование человека за какие-то либертарные идеи, у которых цель как бы сделать это общество более свободным, демократичным, гуманным, мне кажется, это не очень хорошо. И вот учитывая как бы опыт 20 века, мы ни к чему хорошему не придем. Конечно, это ненормально, тем более, что идеи Димы, это идея абсолютно нормального общества, где люди имеют свободы, которых они достойны, которые им принадлежат по праву. То есть это абсолютно не вражеская человечеству идея, и за такие идеи преследовать людей, но это говорит только о том, что у системы абсолютно полярные взгляды на эти вещи. Но это, безусловно, ненормально, потому что государство, оно должно быть в идее, государство должно быть в идеале инструментом в руках большей части населения, как минимум, да? Грубо говоря, так называемого народа. Вот. А в нашей стране получается, что государство – это инструмент в руках небольшой кучки олигархов. Вот. И если этим олигархам
позволить решать, какие идеологические направления легальны в этой стране, какие нелегальны, то мы, в общем-то, в этой стране ни на что надеяться не можем. Потому что они выберут те идеологические направления, которые выгодны только им, очень маленькой кучке населения. И это государство, оно будет просто антинародным. На данный момент, учитывая нашу политическую культуру, какие цели мы должны ставить? В первую очередь это гласность. Гласность и судебного процесса, гласность судопроизводства, гласность доказательной базы и всего остального. Но в первую очередь вот это. Вот на текущий момент, я думаю, это цель номер один, это гласность. То есть по большому счету за соблюдение тех законов, которые уже регламентируются. Хотя бы так. Тое, што можа і павінна рабіць наше грамадства, гэта аказваць як мага большую падтрымку, не толькі інфармацыйную, але і асабістую. Я лічу, што патрэбны, магчыма, і акцыі нейкага дзеяння, магчыма, нейкія пікеты, яшчэ нешта. Хто што можа. Я вам скажу, что наше общество очень сильно отстает в принципе от самого понятия общества. Общество должно реагировать бурно, потому что, я уже об этом говорил, Полиенко – это каждый из нас. Каждый из нас в любой момент за свое слово, за свое мнение, за свою позицию может стать Дмитрием Полиенко. Вот. И если общество не будет отстаивать индивидуума, в конечном итоге его просто загонят в загон, извините меня, и заставят, не знаю, в цепях молотить с молотилками зерно. Ну, во-первых, политизированная часть общества, то есть политические партии, организации, правозащитники, они должны, безусловно, поддерживать всех людей, которые оказываются под политическими репрессиями, независимо от их взглядов. То есть, например, если человек пророссийский, он оказался в тюрьме за его взгляды, его тоже нужно поддерживать. Если человек, я не знаю, назбол какой-нибудь, его посадили за взгляды, его тоже нужно поддерживать. То есть в нашей стране действительно идет политическое преследование против очень широкого круга лиц. Вот. И не только один жемчужный, которого признают политзаключенным, является таковым на самом деле. Я думаю, что на данный момент у нас, человек 5, например, политзаключенных, которые сидят по уголовке, вот, и огромное количество людей, которые постоянно находятся под преследованием, чьи телефоны прослушивают, кого встречают, бьют в подъездах и тому подобное. Это огромное количество людей, которые все должны быть признаны людьми, которые попали под политические репрессии. Общество должно реагировать, как недавно среагировали на задержание Полиховича в Москве, когда его речь тут же перевели на все языки, чуть ли не опубликовали везде, подняли такую бучу в СМИ, на суд пришло огромное количество человек, понятно, этого не защитило. Но это опять же дает, диктатура, тут ничего не сделаешь, к сожалению. Именно вот в таком правовом поле и так далее. Вот, но показать властимущим, что, ребята, если вы будете дальше борзеть, придет больше людей. Это их может остановить. И главное, что мы можем сейчас сделать, это как-то проявлять солидарность, выходить на улицы, блокировать здание суда. И если на суд к Диме придет не 20-30 активистов, а 150, 200, 300 человек, и столько же будет под зданием суда, любой судья задумается, а нужен ли мне этот изначально известный, и пришедший сверху приговор оглашать? Нужна ли мне эта проблема? Сегодня единая можливость змяніць ситуацию, выцягнуць Диму, это стать з ім побач. Просто стать з ім побач, сцяной за яго, разумееце? Іншага выйсця няма. Альбо мы, альбо яны. Будем змагацца за Диму, пераможем, і хутка суд. Спадзяюся, што нешта мы в этом накірунку зможам зрабіць добрае, креативненько. Если мы не будем защищать Полиенко сейчас, то некому будет защитить нас. Мы не сможем защитить себя. Вырашэнне гэтай сітуацыі гэта не нейкія лакальныя справы. Вырашэнне этой праблемы, вырашэнне этой сітуацыі залежыць толькі ад таго, ці вызваліцца вся краіна ад дыктатуры. Таму што мы можем добиться вызвалення з метра зараз. Але ж мы дакладна все ведаем, што калі ён будзе працягваць сваю дзейнасць, калі мы будзем працягваць сваю дзейнасць, а мы будзем яе працягваць, што все роўна это будзе паўтарацца раз за разам і так далей. Калі мы зможам вызваліць краіну ад дыктатуры, тады гэта все справы яны спыняцца. Калі не зможам, значыць не зможам.
По кейсу Димы в данный момент я думаю, что мы ничего принципиально изменить не можем, потому что решение уже, в общем-то, принято. Если мы очень много шума поднимем, то есть определенный шанс, пару процентов, что его отпустят. Вот. Но в принципе, нужно здесь просто менять систему, потому что если мы не уберем Лукашенко на данный момент, то репрессивная система, она будет продолжать работать. Если даже закончатся оппозиционные активисты, то начнут сажать кого-то другого. Вот, например, 328, тоже политическая, в общем-то, статья. Отстанут они от этих курильщиков марихуаны, возьмутся, я не знаю, за тех, кто пьет, я не знаю, одеколон, и будут сажать тех, кто пьет одеколон на 15 лет. Они придумают, что в любом случае репрессивное колесо репрессий, оно как начало катиться, так оно катиться и будет, пока мы его не остановим. Трэба разумець, што калі мы стаім у баку, а над чалавекам здзекуюцца, мы паціху робімся саўдзельнікамі тых, хто здзекуецца. Сябры, вырашайце, вы на баку сабакаў з мус ці, пабачце, на баку былога палітвязня, які ніколі сабе не запляміў нейкімі не тымі дзеяннямі. Случай с Димой – это случай, когда очередной раз государство просто пытается закрутить гаечку как можно больше, закрыть просто все варианты к оглашению какой-то своей позиции, и построить такой мусорской диктаторский рай. Но они, к сожалению, туповатенькие у нас, они не понимают, что когда гаечку долго закручивать, резьба срывается. И когда эта резьба сорвется, они ответят и за Диму, и за все. Все их законы, они не работают. В рамках их поля невозможно ничего изменить. Возможно ли изменить ситуацию, когда на вот такие политически мотивированные приговоры будет выходить, при таких суды приходить сотни человек? Да, возможно, потому что, как я уже сказал, каждый судья, который выносил вот такое вот преступное решение, он начнет задумываться, а нужно ли оно мне? Пока просто белорусы занимают позицию «это меня не касается», они могут делать все, что захотят. Как только ситуация начнет меняться, и они поймут, что люди готовы солидаризироваться и предпринимать решительные действия, ситуация будет сильно меняться. Они смеются. Я говорю, что вот у него столько статей, и одна из них политическая, что там насчет признания, они говорят, что раз есть столько политических явных статей, то это может говорить только о том, что это политическое преследование, чтобы его не признать, это надо, не знаю, что сделать. Но после суда. А признавать ему... Я там был, кстати. Подожди, что там хорошего нет.